Здравствуйте, меня зовут Майя. Я садовник-консультант компании «Ваш сад». Сегодня я хочу рассказать вам, почему в комнатных условиях не цветет орхидея фаленопсис. Давайте разберемся, почему это может происходить. Орхидея фаленопсис – это тропическое растение, оно не имеет периода покоя. Соответственно, у нее две функции – функция роста и функция цветения. Соответственно, когда растение отцветает, ей нужно нарастить корневую систему воздушную, ей нужно нарастить достаточное количество листьев, и тогда уже на удлиненном стебле у нас появляется цветонос. В магазин приходят совсем молодые растения. Соответственно, в комнатных условиях орхидея может наращивать верхнюю зеленую массу в течение 2-3 лет. Но не переживайте, в любом случае удлинится стебель с листьями, и орхидея заложит цветонос. Орхидея долго будет радовать вас своим цветением. Цветонос держится от 6 до 9 месяцев. Старые цветоносы у орхидеи можно не удалять, так как на них очень много спящих точек роста, которые могут выпустить в дальнейшем либо маленькую детку, либо нарастить снова ветку с бутонами. В природных условиях орхидея фаленопсис растет вниз точкой роста. Сама природа защитила орхидею от попадания влаги в точку роста для того, чтобы не гнили листья и не гнил стебель. Если влага попадает в центр розетки, откуда идут новые листья, необходимо обязательно влагу убрать влаговпитывающими салфетками либо ушными палочками. В комнатных условиях она тоже пытается наклониться в одну сторону. Соответственно, человек что делает? Он ее начинает выравнивать. Выравнивать ни в коем случае нельзя, потому что вы меняете угол преломления лучей света. И орхидея думает в этот момент, что же со мной сделали, меня повернули, мне надо срочно развернуть точку роста. И перестает закладывать цветоносы. В этот момент ее лучше выровнять и закрепить между палками-опорами. Это будет самый лучший вариант, но крутить ее ни в коем случае нельзя. Выровнять орхидею в вазоне очень легко, и я вас сейчас научу, как это необходимо сделать. Аккуратно вставляем палочки с двух сторон, не травмируя корневую систему. И завязываем стебель между палочками. Мы ее выровняли. И еще один момент. Я хочу подсказать, как устанавливать орхидею на подоконник под тем же самым углом преломления лучей света, под которым она была. Для того, чтобы выставить ее правильно, вы делаете метку на вазоне. Она вам поможет не менять угол преломления лучей света вашей орхидеи. Полив орхидеи делается методом погружения. Вы погружаете вазон на 2/3 в емкость с водой. Погружать вы орхидею можете под любым углом преломления лучей света. Еще одна причина, почему не цветет орхидея фаленопсис в комнатных условиях, это пересадка сразу же после покупки в большой вазон. Орхидея фаленопсис любит очень тесные вазоны. Соответственно, после покупки вы ее не должны пересаживать в течение 2-4 лет, но давая подкормки каждое 3-4 погружение. Это обязательное условие. Орхидею фаленопсис пересаживают в следующих случаях: когда корневая система полностью разрывает вазон, когда перепрела кора и ее уже пора менять. И если гниет корневая система, ее надо почистить и пересадить в маленький вазон. Давайте подумаем, что будет делать орхидея фаленопсис, если ее пересаживают в большой вазон. Вначале она будет наращивать корневую систему внутри вазона. Потом эта корневая система, пока не оплетет весь субстрат, который вы дали, она не успокоится. Верхняя часть останавливается в росте в этот момент. Соответственно, после укоренения в субстрате начинает идти верхняя часть рост, наращивание листьев и воздушной корневой системы. И только затем появляется цветонос. То есть после пересадки в большой вазон вы можете не увидеть цветение где-то в течение 2-3 лет.
Многие источники пишут, что орхидея фаленопсис может находиться в притененном месторасположении. Нет, это неправда. Все-таки орхидея фаленопсис – это очень светолюбивое растение. Соответственно, устанавливают его на северо-восток, восток, север, северо-запад, но без попадания прямых лучей солнца. В природных условиях любое растение получает все микро-макроэлементы. Любое растение кормит природа. Орхидея фаленопсис тоже нуждается в питании, поэтому мы даем каждое 3-4 погружение корневые подкормки и внекорневые наносим на воздушную корневую систему и на листовые пластины один раз в 2 недели. Из-за недостатка микро-макроэлементов орхидея тоже может не закладывать цветоносы. Итак, давайте подведем итоги. Что же необходимо орхидее фаленопсис для того, чтобы она цвела? Первое. Не перемещать с одного помещения в другое. Второе. Не делать ей поворотов. Третье. Давать подкормку корневую и листовую. Четвертое. Не пересаживать в большие вазоны сразу после покупки. Выполняя выше указанные рекомендации, ваша орхидея очень долго будет радовать вас своим цветением. С вами была Майя Васенкова, садовник-консультант компании «Ваш сад».